Друзья, привет! Как, может быть, вы смогли догадаться, я в славном городе Псков. Иду по Ольгинскому мосту над рекой Великой. Передо мной Псковский Кремль. Ну и где-то там у нас собор Рождества Иоанна Предтечи, 18-й. Почему 18-12 век? Свежепобеленный. Вот осталось должен работать. Звонится над храмом, типичная псковская. Ну и чуть ближе к нам Ольгинская часовня и церковь Успения Спараменья. Часовня достаточно современная. Построили ее в начале 2000-х. Не совсем на историческом месте. Изначально она стояла чуть левее. Сейчас мы подойдем. Видимо, решили поставить здесь, так как это конец улицы. А изначально место, на котором якобы, по поверью, стояла княгиня Ольга и увидела 3 луча света, спускающихся с неба, это было здесь, на месте этого креста. Крест тоже, скажем так, современный, конец 20 века. Изначально княгиня Ольга повелела здесь установить крест, и крест был дубовый. После его перенесли в Троицкий собор. В одном из пожаров оригинальный крест был утрачен. Вместо него вырезали похожий. Ну и вот этот похожий уже 400 лет лежит в Троицком соборе.
А часовня была вот на этом месте. Ольгинская. Место, где святая Ольга предрекла быть здесь великому и славному граду. Так, сейчас дойдем до церкви Успения. И заглянем внутрь. Опять же, типичное для Пскова архитектурное сооружение звонницы. Ну и церковь Святого Успения с Пароми, Успенская. Здесь рядом был паром, по всей видимости. XVI век, 1521. Лесенка наверх. Массивные ворота, решетка кованая. А как вас слышу? Район левого берега реки Великой называют Завеличье. Ну а само место, где основан Псковский Кремль, это место впадения реки Пскова в реку Великую, где образуется стрелка, и отсюда начал свое начало, свое развитие, свое расширение Псковский Кремль. Не знаю, насколько это получится, но как минимум было 5 волн расширений. Волн я считаю именно по стенам, как расширялся город. То есть границами были реки Великая и Пскова. Есть еще часть города, которая именуется Запсковье. Там тоже была стена крепостная. Ну и дальше уже, что это у нас в южном направлении, город развивался, расширялся, строились крепостные стены. Ну и сегодня уже до самой крайней
мы попробуем дойти перебежками. Ну а сейчас направляюсь я в Кремль, чтобы так обзорненько посмотреть, а что внутри Кремля. Да, сделаю я маневр. Можно было бы здесь спуститься, мимо ресторана «Башня», но там сейчас разобранный какой-то ремонт и делают. Пойдем через площадь. У нас прямо по курсу Псковский государственный университет. Площадь Ленина. Вот подходим, я так понимаю, к Рыбницкой башне. Насколько мне известно, где-то здесь был торговая площадь. Со стороны реки Псковы торговали рыбой рыбаки. И, соответственно, вся эта торговля дала название данной башне. Заходим внутри. И попадаем в Давмотлов. Ох, господи. Город. Скажем так, это уже вторая итерация развития города, расширение на юг. Первоначальная стена была за этой стеной сам Кремль. Селились, жили раньше здесь, но Давмонт расширял город. Соответственно, жилые кварталы перемещались за стены. Здесь у нас приказные палаты. Есть информационный центр, заказ экскурсий, какая-то там мелкобойкая торговля с сувенирами, скорее всего, тоже присутствует. Ну и вход в сами палаты на второй этаж по такой чудо-лестнице с чудо-ступенями. Странное было представление об комфортной городской среде. Заходить я поднимусь, но заходить не будем, ибо это выставочные залы в приказной палате. Написано, что вход только с билетами, но я уж в данном случае наглеть не буду. Можно оценить толщину стен даже на крыльце. Ну и это, конечно, лестница, с которой, кроме как кубарем, не спустишься. Сейчас мы привернем к одной из башен. Башня именуется как Власевская. Попробуем подойти, подняться к ней.
На ней есть смотровая площадка. Башня наполовину из камня, наполовину из дерева. Но сейчас я вам покажу, как оно там внутри. Подножие стены, оно сохранилось? Просто и толщину стен тоже, да? Мы внутри Власевской башни, отреставрированной и восстановленной в 1966 году. По данным на 17 год, мы сейчас на высоте 13 метров. Здесь заканчивается каменная часть и начинается 18 метров еще деревянная. Вот сейчас поднимемся на самый верх. Башня постоянно перестраивалась, усилялась, увеличивалась. Знаешь, ребенок, ты сейчас уши надеру. Когда-то в ней была таможня, скажем так, современным языком. С ней бралась пошлина торговая у купцов, кто в город приезжал торговать. Что мне страшно. Предупреждение не больше 10 человек. 15. Прям. Река Великая. Что ж, вот мы с вами Ольгинский добрались мост. до верхушки Власевской башни. Находимся на высоте почти 30 метров над землей. Вот примерно такая же площадка находилась и в средневековой башне. Только она была, конечно, открытая, не было никаких стекол на окнах. Стекла уже появились при музеификации для безопасности в первую очередь. Раньше тут все проветривалось, было все открыто, поэтому было гораздо холоднее, гораздо ветренее, особенно зимой. И вот на этой площадке несли службу дозорные, глядели по сторонам, смотрели окрестности крепости, смотрели внутрь города. В общем, всячески старались ситуацию контролировать рядом с городом и внутри него. Конечно, глядели в первую очередь на запад, потому что западное направление самое опасное. Граница подходила ближе всего именно на западе. На западе у нас ливонцы, у нас литовцы, опасные соседи. Поэтому это направление в первую очередь контролировалось. И как раз, если мы с вами посмотрим аккуратненько через западное окошко, ну, он, конечно, небольшое, но тут виден участок Ольгинского моста, тот самый мост. То есть в средние века можно было отсюда и переправу отлично контролировать. Можно было посмотреть чуть подальше, обратить внимание на противоположный берег реки Великой, на западный берег. На том берегу у нас находится район, который называется Завеличье. Потому что он относительно центра за рекой Великой находится. Завеличье. И вот на Завеличье, что любопытно, никогда не было своей крепости. Так, и еще с этой высоты крепостной стены видны
И, может быть, будут непонятны, что это вот за фундаменты такие разбросаны. А это все фундаменты храмов, которые Давмонт строил в честь своих побед. Давмонт славился тем, что не проиграл ни одну битву. Ну и так вот он увековечивал свои победы. Но мы сейчас... Здесь по галерее не пройти, видимо, она еще на реставрации. Такая немножко опасненько выглядящая. Там дальше, возможно, будет выйти на галерею крепостной стены и по ней пройти. А сейчас мы подойдем еще к одной башне. На путеводителях она может, или там на картах, она может именоваться двумя разными способами. Это или Давмонтова башня, или башня Смердья. Башня Смердья. Эта история более древняя. Данной башни уже как таковой не существует. На ее фундаменте в, по-моему, 18 веке при вот реставрации 18 века данного Кремля был выбор или отреставрировать башню Смердью, или построить новую. Но вот почему-то архитектор Тон решил построить такую восьмиугольную башню. Назвали ее Давмонтовой. Но нетипичная для тех годов форма башен. Это были или круглые, да, или вот костры, или четырехугольные. Данное интересное, я даже не знаю, как это обозвать. Ну, в хорошем смысле, не знаю, как назвать. Данное произведение искусства. Опять же, здесь по центру герб Пскова со снежным барсом. И снизу еще щиты с гербами других 4 городов. Всех 4 не помню. Точно там есть Великий Новгород. Кто-то еще. Ну, собственно, это символ ратных побед, скажем так, псковичей. Массивнейшие высоченные стены. Они, помимо того, что вверх-то высоко, они еще под землю уходят достаточно глубоко. Там общая, наверное, высота стен метров 20 в камне. Ну и сейчас перемещаемся, будем входить в сам Кром Псковский, Кремль. Тоже интересное фортификационное сооружение. Встречает она нас с Троицкой часовой башни. Когда-то были на ней часы. Но встречает нас такой коридор. Опять же, это все для обороны, чтобы те воины, которые все-таки сломали бы ворота в Кремль, оказывались в таком узком проходе. Сверху их могут расстреливать. А в конце за поворотом стояли еще одни ворота, которые тоже надо было бы сломать. Но, как говорят историки, никогда в военном применении этот рукав не был использован. Один лишь раз Кремль был взят, и то хитростью
Опять же, как по мне, хитрость странная, когда ночью литовские соратники просто открыли ворота и запустили в Кремль войска. И все. Так скажем, в бою Кремль взят не был никогда. Ну и видим Троицкий собор, колокольню Троицкого собора, Давмонтову башню с обратной стороны. Время 11:00. Сейчас заглянем в Троицкий собор. Здесь у собора по правой стороне таких 3 больших контрфорса сооружено было впоследствии. Было замечено, что храм дает просадку, накреняется, ну и вот выстроено таких 3 больших контрфорса, удерживающих ее собор, его с правой стороны, и с левой стороны 1 большой контрфорс, такой широкий. Ну и оцените лестницу, Троицкий собор. И где-то здесь у нас должен быть тот самый копия того креста, которая княгиня Ольга повелела вырезать, тем самым увековечив место, на котором она приняла решение строить и Троицкий собор, ну и город в целом. В Троицком соборе величественный иконостас, уходящий под самый потолок. Так, тут, видимо, готовятся к службе. Не пройти. Сейчас я с другой стороны обойду, покажу. В этой раке хранятся мощи святых, так или иначе имеющих отношение к Кремлю, к городу Пскову. Вот. Находятся святые мощи псковских святых. Святой благоверный князь Всеволод, святой благовещий князь Давмонт, святой блаженный Николай, который, по-моему, при Грозном еще город, скажем так, спас от Иоанна, и преподобный мученик Иосаф. Все в одной раке. Такое ощущение, что здесь только что было венчание совершено. Вот остались короны, свечи венчающихся. На каждой иконе есть подсказки с молитвами.
Есть иконы, которые на реставрации, насколько я понимаю. Вот они заклеены. Ошибочка. Не была, а начинается процедура венчания. У меня кроссовки скрипят. Здесь, кстати, есть часть пола оригинальная, и в Великую Отечественную войну в этот храм падала бомба. И тем самым повредила пол. И где-то часть, возможно, здесь. Ну, там плитка торговая, тоже квадратная, но... Ладно, надо уходить дальше. С одной стороны, как-то вот неловко вышло, но с другой стороны, ну, всякое бывает. Креста я что-то не обнаружил. Ну, я, честно сказать-то, про него, войдя, и забыл как-то почему-то. Прячется он, значит, от меня, не надо его искать. Здоровые, молодые парни, хорошо одетые, с руками и ногами, просят на хлебушек. Это как? Там впереди у нас башня Кутикрома, угол Кремля Кутикрома. Это есть закуток. Это вот про оно. Здесь можно подняться на галерею и посмотреть со стен, из крепостных стен, да? Правильно же будет? Да, хотя крепость не крепость, но я так буду называть. Заглянем в первую же бойницу на реку Великую, оценим высоту. Ольгинский мост. Пойдем в эту сторону. Вход сейчас на территорию Кремля стоит 200 рублей. Насколько я понимаю, когда проводятся службы в Троицком соборе, вход становится бесплатным. Иначе как? Есть обзорные экскурсии. Там
для взрослых, без льгот, без ничего. 600 рублей. Есть экскурсии по башням. Обзорные. То есть оно как бы обзорка с башнями. Причем стоит даже дешевле, чем обыкновенная обзорная экскурсия с посещением Троицкого собора. По-моему, 400 рублей. Проходит, конечно, не каждый день, но для того, чтобы побывать именно в музеифицированных... Можно я обгоню? Пролом. Вот, музеифицированных объектах Псковского Кремля нужно, конечно, входной билет. Ну и вот одна из таких башен музеифицированных — это Кутикрома. Я, наверное, повставляю такие же фотографии, чтобы вам было лучше видно. Ну и почему-то не всегда вот эти галереи открыты. По крайней мере, вот сейчас вот дальше. Сейчас я проверю, но, по-моему, проход закрыт. Местные экскурсоводы говорят, что тут у них лиса бегает. Дикая. Ну и зачем-то они от нее закрывают. Вот башня Кутикрома. А, нет, смотрите, это Кутикрома не музеифицирована. Здесь открыто все. Здесь свободно можно зайти, пройти через эти бойницы. Тут, видимо, окошко большое, чтобы не выпали дети. Вот, и стена временно закрыта, не выйти на замке, на засове. Ну и вот. Можно поглазеть. Но мы сейчас выходим, как бы получается, за пределы Кремля. Ну, не прямо сейчас, мы сейчас вышли только из бани, из башни. Здесь готовятся к какому-то хоровому фестивалю. Собирают оборудование. Нам надо выйти через эти ворота и направиться к башне Плоской. Надо отметить, что эта башня Кутикрома, что башня Власевская, это были некими таможенными постами на входе в город. Здесь, кстати, строят через реку Пскову новый мост пешеходный на Запсковье. Вот, была таможня, собиралась пошлина с торговцев, проверялись документы, иностранцы в город не допускались, иностранцы оставались за величие на стороне реки Великой. Там была такая немецкая сторона, так называемая немецкая, ну потому что как бы мычат что-то, не понимаем, мы как бы мы их немцы, не мы люди. В общем, всех туда, дабы не спалили, не выведали тайн оборонительных Кремля. Хотя, как по мне, просто какого-нибудь местного за корову нанять, да он тебе и так все срисует. Сейчас мы подойдем
к башне плоской, и я сделаю включение изнутри, снятое с экскурсии. Вот здесь вход, и надо предъявлять билетик, и у нас 3 яруса башни. Здравствуйте. Все вот эти стены, все вот эти башни, которые мы сегодня с вами смотрим и которые посещаем, они выполнены из одного и того же строительного материала. Это псковский известняк. Его можно назвать фирменным строительным материалом в Пскове. Недра псковской земли чрезвычайно богаты известняком. Здесь гигантские запасы этого камня по всей Псковской земле, поэтому все псковские крепости, они известняковые. Куда бы ни поехали, где бы крепость не нашли. И на самом деле очень удобно было им пользоваться этим камнем. Раз он местный, его прямо здесь добывали, тут же пускали в работу. Не надо было устраивать транспортировку этого тяжелого камня за 100 километров откуда-нибудь, да, например. Прямо тут брали и строили. И это материал очень универсальный. Из него можно было и стены крепостные строить, и башни, и храмы, как Троицкий собор, или любой другой псковский храм. У нас почти все церкви, они известняковые. И, например, какие-то гражданские административные здания, как приказная палата у нас в Давлатском городе. И даже купеческие палаты, в которых жили зажиточные купцы, они тоже известняковые. Как крепость практически их личная. Вот. И некоторые из этих палат до сих пор сохранились у нас в городе. Вы, может быть, там были или слышали. Вот Поганкины палаты, палаты Постникова рядом с Варламовской башней, палаты Меньшиковых. Там много у нас таких построек. Вот. Известняк еще был удобен тем, что это не только готовый строительный материал, бери и строй, да? Это еще и сырье для изготовления раствора строительного. Известняковую плиту ставили в воду на долгий срок, там от нескольких месяцев до нескольких лет. Постепенно происходила в воде химическая реакция и образовывалась гашеная известь, гидроксикальция. Эту известь потом смешивали в нужных пропорциях с водой и песком, которых у нас тут тоже вдоволь по берегам рек. И в итоге получался специальный строительный раствор, известковый раствор, которым можно было друг с другом глыбы из того же самого известняка скреплять. Вот вы можете его посмотреть. То есть в итоге стена получается максимально однородная по составу. И сам камень известняк, и раствор тоже известковый, так что очень удобный был. Очень удобная такая техника для возведения построек. И опять-таки этот раствор у нас везде использовался и для храмов, и для крепостных сооружений, и для палат, и чего угодно. Вот, поэтому, конечно, можно сказать, что не будет здесь таких гигантских запасов этого камня прямо под Псковом. Такая мощная крепость, такой древний неприступный город здесь не возникла. Вся история Пскова здесь повернулась бы совершенно иначе. Кто знает, каким образом. Вот, поэтому наличие известняка – это одно из необходимых условий для того, чтобы вот такая могучая крепость здесь была построена. Ну что ж, мы с вами давайте на второй ярус. Я технически третий, на самом деле. Посмотрим, что там будет. Здесь в полный рост стою в этом проеме.
полностью. Не знаю, метра 2. Здесь расположена выставка «Золотой век псковской реставрации». На баннерах представлена, скажем так, хронология того, как восстанавливался город Псков после Великой Отечественной войны. И, в частности, здесь особое внимание уделено 4 исследователям древнего Пскова, 4 художникам, реставраторам. У них у всех фамилии начинаются на букву «С», поэтому их иногда так и называют 4С вместе. Это Семенов Михаил Иванович, это Смирнов Всеволод Петрович, Александр Иванович и Гайцев. Похоже на вентиляционные отверстия. Видна Варламовская башня и кусочек Высокой. Тут храм, ну, по идее, храмов больше должно быть, это первый, видимо, пока указан. Тут какие-то хозяйственные постройки, предположительно. Это вот стена уже среднего города, 4-я. Она проходит по улице Пушкина современной, вернее, проходила, сейчас ее нет уже. Сохранилась от 4-й стены только вот эта башня Мстиславская. Она на набережной Великой вот стоит до сих пор. Там самая дальняя, которую показывали, да? Нет, самая дальняя Покровская, это поближе. Мстиславская. А финальный этап развития крепости это вот 200 гектаров территории. Это самая мощная, вернее, одна из самых мощных крепостей в Европе, не только на Руси. Порядка 40 башен находилось в той крепости. Сейчас из них очень мало сохранилось, в основном у нас в Кремле. И действительно вот огромный город. Да, которые вы говорите, закрывали здесь. Да, это и верхние здесь. решетки, это нижние, да, совершенно верно. Мы вот сейчас в этой башне находимся. Здесь какая-то очень такая скромная. Должна быть попузатей, по идее. Вот это Покровская башня, почему-то здесь без шатра изображена. Это сделано по... Это прорезь с одной иконы древней. Почему-то на иконе башня без шатра, поэтому здесь она тоже без шатра. Неизвестно, почему она была с шатром, конечно. Вот Покровская башня, вот у нас Мстиславская. Нет, вот Мстиславская, простите, это Георгиевская. Начали сегодня? А начали мы вот тут. Мы посмотрели из всей этой крепости только вот этот кусок сегодня. Вот он. А вот здесь, получается, это ров, вода или тут вот это река? Там нет, там рек нет, там даже не очень понятно, почему здесь действительно что-то налито. Какой-то
Где каналов не было никаких, руков специальных, да, я тоже очень понимаю. Есть икона, где город изображен. Этот участок, который в 17 веке был на этом месте между плоской и высокой башнями. Но слушайте, на макете выглядит как-то более масштабно, что ли, а тут расстояние-то шиш да не шиша. Хотя, может, не совсем масштаб сохранен. Ну, а мы продолжаем. Выходим из башни плоской. Сейчас я попытаюсь здесь выглянуть за поворот и увидеть башню высокую. Вот она, башня высокая, или еще Воскресенская башня. Пойдемте сейчас спустимся со стены. Сделаем телепорт. Вот нас телепорт перенес к башне Кутикрома. Спустился я вниз. Выходим под этим проходом в стене. Оказываемся на берегу реки Великой. Кто-то организовал такие башенки из камней. Много где таким занимаются. Ну и сейчас пройдем вдоль стен, дабы увидеть башню Великую и место, где река Пскова соединяется с рекой Великой. Башня плоская и высокая были построены в одно время, но вот получилось так, что они разные, хотя по сути функцию выполняли одну. Это не пускать лодки, корабли в реку Пскову. Некогда здесь между башнями был построен также стена над водой. Посередине был остров, на который упиралась, и две арки. Ну, видели, наверное, вот в моей ставке с экскурсией. Ну и, видимо, те ворота на башне, на высокой, это вот был как раз переход, ну, вот галерея по стене. Что-то я вот на башне плоской такого не вижу. Хотя, может быть, ну, прям где-то на крыше и было. Тут уже утки ко мне плывут. Думают, что я их буду сейчас подкармливать. Отличное место для прогулки — это вдоль набережной реки Псковы. Но в силу того, что строят новый пешеходный мост, набережная перекрыта. По-моему, ее местные еще называют Золотой, что ли, набережной. Но нам сейчас задача вернуться в Кремль обратно, поднявшись. И зайдем, где выходили. По берегам реки, скорее всего, прекрасного вида ивы. Может и не ивы, но прекрасного вида.
Сейчас еще покажу пару мест внутри Кремля, которые вы можете посетить. Кстати, тоже маленький телепорт. Ну и на территории Кремля есть соборная трапезная с забавным названием Архандарик. Я вот прикупил себе пирожок с маком, почти монастырский. Ну и слева от трапезной есть тоже такое сооружение, как правильно его, я не знаю его название, но в нем находится на первом этаже Троицкая лавка. Интересно само по себе даже, я уж извиняюсь, чуть-чуть не это, булочку кушаю. В лавке-то, конечно, не рекламирую, чтобы что-то покупать, а дабы просто ознакомиться с архитектурой, с масштабами, с мощью данного сооружения. Вот. Ну и на втором этаже там выставочные залы. Сейчас там выставлены, как правильно это тоже опять сказать, наряды, или во что одевались девушки на Руси. Плюс там можно чуть ли не по... ну не вышивать, а связать какой-нибудь поясок. Опять же, вот я хочу только вам показать лестницу здесь замечательную. Вот эта вот величина ступеней чуть ли не до колена. Ну и вот. А там, слушайте, сейчас висит замок. Сегодня они как-то не работают. Или рано еще для них. Башня средняя. Но вот эта вот вся стена, которая, что у нас получается, выходит на восток. У нас за спиной север, прямо юг. Она недоступна для прохода. Здесь туалеты организованы, благо есть, но, насколько я заметил, они не бесплатные, 30 рублей, что ли. Так, здесь мы должны вокруг, мимо, не вокруг, а мимо Троицкого собора пройти, смочь пройти. Видны восстановительные работы, как разный камень, разная технология и техника реставрации. В этом месте, наверное, уже мы идем к выходу из Кремля. И в этом месте я, наверное, скажу этот момент, который прям необходимо озвучить. И люди, знающие уже, наверное, в самом начале, воскликнули: да что ты нам тут такое втираешь, и написали мне в комментарии. Но Московский Кремль — это, ну, кто-то скажет, новодел. Я назову это восстановленный. В силу того, что в Семилетней войне Петром границы России сильно были от Пскова отодвинуты, да, в сторону там Ливонского, в общем, туда вот, на запад. И оборонительную свою функцию Московский Кремль потерял. А в силу своей ненадобности за ним перестали присматривать и каким-либо образом поддерживать в жизнеспособном состоянии. И он просто начал обветшаться.
И та реставрация, которая была затеяна в 18 веке, она была как раз в поддержку Кремля. Но в годы Великой Отечественной войны, Второй мировой, Псков был захвачен немцами, с плюсом еще бомбежки. И после войны и Псков сам был сильно порушен, ну и Кремль в том числе. Я тоже сейчас тогда повставляю фотографии. И Кремль начали восстанавливать в 50-е, 60-е годы. И все, что мы с вами видим, это результат восстановительных работ. То, как представляют себе археологи, это могло выглядеть там на 17-18 век. И даже эти фундаменты этих храмов тоже не оригинальные. И даже не то, чтобы их восстановили, а они существуют, но они ниже в слое. Археологи сделали раскопку, нашли эти фундаменты этих храмов, но в силу того, что это слишком низко, да, такие ямы бы здесь получились, то их закопали обратно, а на их месте по образу и подобию были сооружены данные фундаменты. Здесь есть схема, описание Давмунтова города, схема фундаментов всех и вся. Здесь вот пронумеровано. Все это можно почитать. В принципе, у меня нет такой цели прям досконально про Псковский Кремль рассказать. Обзорная, ну не экскурсия даже, обзорная прогулка у нас получается. Дальше мы выходим из Кремля, и я сейчас придумаю, где нам оказаться далее. Или двинуться налево от входа до самой северной части Кремля, или двинемся на юг по улице Советской. Все будет впереди.